Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня буду проводить обрезку своих азалий японских. Этот вид азалий у нас в средней полосе. А нахожусь я в центральной части Украины, в городе Днепр. Здесь у нас эти азалии не зимуют. Возможно, есть какие-то сорта японских азалий, которые могут зимовать. У нас зимы в последнее время достаточно мягкие. Возможно, есть сорта такие, не буду утверждать. Но вот эти конкретно два моих сорта, они не зимуют. Названия сортов не знаю. Они шли там, покупались в магазине под какими-то коммерческими названиями. Поэтому не буду говорить о сортности, потому что не уверена. Эти два сорта ведут себя абсолютно по-разному. Вот этот сорт цветет практически круглый год. То есть даже вот уже середина сентября, и все равно он выпускает и выпускает бутоны. Ждала какой-то немножечко промежуток между цветением, не дождалась. Дальше уже будет день сокращаться, будет холодно, уже нужно будет заносить растения в дом на зимовку. И решила все-таки обрезку сейчас вот произвести. Это повторная обрезка. Первая была весной ранней, там в феврале-марте я обычно режу. Февраль смотрю, если солнечный февраль достаточно, тогда можно и в феврале резать. Если еще солнышка недостаточно, тогда не стригу растения, потому что растения все-таки еще на этот период года находятся в доме, на подоконнике, и все равно не хватает вот свежего воздуха для того, чтобы нарастить такие сочные, хорошие, здоровые, толстенькие веточки. Наращивает очень тоненькие, поэтому смотрю по световому дню, по количеству солнца, как нужно либо в феврале обрезать, либо уже в марте, когда уже день достаточно длинный и много солнышка. Значит, этот сорт практически постоянно цветет. У этого же сорта есть перерыв в цветении. Он цветет такими волнами 2 раза в год. Он не махровый, белый, с такими алыми краями. Этот сорт, как вы видите, вот такой махровый, интересный, со штрихами, с краями светленькими. И ведут они по наращиванию кроны себя тоже достаточно по-разному. Этот сорт, он более нежный, более компактный. Веточки он отращивает коротенькие. Бывают вот такие немножко длинненькие прострелы, но все равно они потом сами могут куститься. Но я все равно такие длинные простреливающие ветки все равно укорачиваю, просто формируя круглую крону. Он вверх не стремится. Он стремится вот разложиться немножко. Поэтому я его формирую таким вот полусферой. Вот так вот обрезаю немножко такие выстреливающие в стороны веточки. Нахожу где-то, может быть, длинные веточки бывают, тоже их укорачиваю. И я его формирую таким компактненьким кустиком. Этот сорт имеет свойство вот давать вот такие вот побеги. Причем на этой части листья облетают, и вот у нас такие получаются некрасивые ветки. Вот даже у меня есть укорененный черенок этого сорта азалии. Вот, он, видите, тоже как себя ведет. То есть абсолютно такая раскоряка, я бы сказала. Вот, не компактный, поэтому его нужно пристригать. Эти вот ветки мы однозначно будем срезать. Даже если ветка полностью голая и вот нет почки, на которую можно обрезать, то на веточке, если присмотреться, есть вот такие немножечко как темненькие пятнышки даже. Но углубление, не углубление, такое вот пятнышко. Так вот это вот как раз есть спящая почка японской азалии. То есть можно ориентироваться в обрезке по вот этим меточкам таким. Оно углублением сложно назвать, потому что в глубину она небольшая. Но вот есть немножко по цвету на стебле, можно эту точечку различить. А можно резать, в принципе, наобум. То есть обрезать, а потом увидите, где проснется почечка. А почечка обязательно проснется, даже если это голый стебель. Не бойтесь резать, все будет в порядке. И тогда вы просто пенечек, который останется, да, который вы там не угадали, чтобы сразу над почкой обрезать на полсантиметра где-то, я обычно над почечкой обрезаю.
вот, то почечка проснулась, и вы просто можете откорректировать, убрать вот эту длину пенечка. И этот кустик я тоже формирую таким компактным шариком. Хотя его, в принципе, можно сформировать на штамбике, попробовать. Вот, возможно, я с этим растением, с этим вот укорененным черенком, возможно, я эту процедуру произведу. Эта ветка длинная, конечно, она боковая, она не центральная, но я могу вырезать все вот эти веточки и при пересадке немножко ее вот так в эту сторону повернуть вот так вот, чтобы она была более вертикальная, и зафиксировать на опоре какой-нибудь, на бамбуковой. Вот эту вот веточку я выломаю и оставлю вот эту шапочку. И тоже ее сформирую. Вот здесь вот обрежу. То есть буду формировать такой своеобразный шарик на конце. И будем следить за формировкой этого растения. Еще не делала такие вещи. Я такие вещи делала с гибискусами, калистемоном. То есть я все люблю на штамбике делать. Но азалию я еще не делала. Вот как раз этот саженец мне прям очень хорошо, что так он выстрелил, что я его оставила, дополнительно не резала. И вот с него я попытаюсь сформировать японскую азалию на штамбике. Итак, все, много наговорила. В общем, беру секатор. Секатор, как всегда, знаете, дезинфицируем, да, после каждого растения при обрезке. Вот, старенький он у вас, новенький, неважно, лезвие протираем спиртиком. Это никогда не помешает для того, чтобы не переносить заболевания. Вот здесь у меня листики вот были, видите, это вот в жару немножко посыпался лист больше, чем положено. И вот такие вот получились пятнышки. Возможно, это был просто недостаток микроэлементов, потому что, ну вот почему-то мне показалось, что на грибок это не похоже. Кто знает, что это, напишите в комментариях, кто, может быть, целенаправленно азалиями занимается. И после опрыскивания по кроне микроэлементами в жидком виде, вот исправилась эта ситуация. То есть эти веточки, которые были попорчены, исправились. Все, режем. Итак, вот этот вот вид азалии махровой я обрезала более кардинально. Я убрала нижние ветки. Мне так просто проще будет ухаживать, когда будет все-таки небольшой такой штамбик. То есть я и вот сформировала такой небольшой штамбик и укоротила вот кардинально вот всю крону. Конечно, все бутоны, цветы срезала. Где на ветках оставались бутоны, цветы, я их тоже убрала. Потому что сейчас растение уже будет пересаживаться, и они не нужны. Вот, кстати, еще один бутончик. Его тоже нужно будет. Я его потом, одной рукой неудобно, я его потом аккуратненько выломаю. Образовалась куча посадочного материала. Как черенковать, расскажу в отдельном видео. Итак, этот у нас более кардинально. Сейчас я его уберу. А вот этот вот я обрезала, как я его обычно, в принципе, обрезаю. Вот видите, у нас получились даже веточки, которые лысенькие. Вот. Но ничего, это все у нас зарастет, отрастет. Вот так вот она у меня тут тоже немножечко вот поднята на штамбике. И тоже сейчас будет готовиться к пересадке. Она уже года 3 или 4 растет в этом горшке. Тут еще, я не думаю, что сильно оплетен корневой ком, но я решила убрать немножко с краев вот эту землю, вытянуть, немножко обтрусить и добавить свеженькой. А та азалия, та уже нуждается в пересадке. Я думаю, что там ком будет оплетен. Пересадка, опять же, сделаю отдельное видео. Вот как раз будет сейчас после обрезки пересадочка. Растение получит новое питание и очень активно пойдет рост. У нас октябрь месяц, сейчас середина сентября, еще будет до конца, до октября тепло. И октябрь месяц у нас, как правило, еще плюсовая температура. Даже если ночью там опускается до плюс 5, плюс 6, для азалий это не страшно. Они наоборот расцветают, скажем так, в такую умеренную, не жаркую погоду. И вот как раз у них будет еще возможность и укорениться после пересадки, и нарастить новые веточки. Крона будет более равномерная и красивая.
А вот это вот наша детка, сейчас я ее возьму, тоже буду пересаживать. Вот так вот я ее посажу и привяжу, немножко выровняю вот этот искривленный стволик, привяжу на какую-то опору, может найду бамбуковую палку, там сейчас посмотрю и привязываю. Тоже покажу в отдельном видео, как я ее буду формировать, и будем в последующих видео будем наблюдать за ее судьбой, что у нас получится и насколько будет вот пышная вот эта верхняя часть, потому что все-таки сейчас она выглядит очень лысовато, а хочется, чтобы это было такое красивое лиственное деревце на штампике. Будем экспериментировать, друзья. Итак, видео по обрезке показала. Режьте, не бойтесь, лысые веточки тоже отрастают, просыпаются там почечки. Берите на заметку. Всем удачи! Thank you.